Доброго дня! Меня зовут Ермаков Сергей. Я практикующий психолог, исследователь, поэт, автор и разработчик природно-ориентированной психологии и психотерапии. Если хотите узнать подробнее, что это такое, в описании к видео есть ссылка. Обязательно переходите и посмотрите. Мы продолжаем разговор, посвященный творчеству, который вы можете посмотреть в специальном плейлисте. А сегодня я расскажу вам о своем 14-м поэтическом сборнике, который называется Beyonder. Кстати, подписывайтесь на мой канал, ведь здесь будет интересно. Итак, сразу об имени. Этот мини-сборник называется Beyonder, что на русский можно перевести как «тот, кто выходит за пределы». Почему, собственно, название на английском? Все просто, потому что сам сборник тоже полностью написан на английском языке. А написан он в период с 1 ноября по 20 декабря 2021 года. Кстати, я назвал его мини-сборник, но это относительно моих обычных работ, в которых по 150 стихотворений, в то время как в этом 51. Для меня суть и основная задача состояла в обретении нового опыта слияния. Слияние с иностранным для меня языком, как на уровне образов и форм, так и на уровне мыслей и чувств. Откуда вообще взялась вот такая идея? За некоторое время до написания сборника я услышал мнение одного актера, что лучший способ познать чужой язык изнутри – это заняться творчеством на этом языке. И я с этим согласен, ведь понять, из чего состоит язык, как он формирует речь, какие имеет оттенки, можно лишь применяя его. Причем делая это как раз-таки за рамками вот обычной бытовой болтовни, а именно через творческий процесс, который вовлекает необычные образы, формы, который включает воображение и абстрактное мышление. Главным процессом сборника являются перемены. Перемены как движущий вектор развития, необходимый мне, каждому человеку и всему миру в целом для преодоления устаревших форм адаптации, ведущих к проблемам. И именно к процессам перемен обращено повествование. А верным помощником и проводником творческих идей, как и всегда, послужила моя связь с природой. С какими же особенностями процесса я столкнулся? Выделю несколько из них и расскажу вам. Во-первых, было достаточно сложно переключиться на процесс размышления на другом языке. А это делать нужно, чтобы лучше составлять фразы и подбирать слова. Ведь если думать сначала на русском, а потом переводить на английский, получается вот такая двойная нагрузка и двойная работа. Я, конечно, не могу сказать, что у меня вот получилось прям выработать навык мышления на английском, но кое-каких успехов вот за эти творческие дни добиться мне все же удалось. Было интересно. Во-вторых, сразу бросилось в глаза то, насколько английский язык проще устроен с точки зрения образности, метафоричности. У меня сложилось, точнее сказать, подкрепилось практикой и ощущение, что английский язык менее эстетичный, не знаю, романтичный, что ли, если можно так выразиться. По сути, он более фактологический и конкретный, в результате чего многие слова, которые по-русски звучат красиво, на английском выглядят слишком уж формально и как-то сухо. Например, полнолуние на английском full moon. В-третьих, ввиду моих личных предпочтений, я часто использую слова, которые и в русском-то языке увидишь редко, а в английском адекватных аналогов и вовсе нет. Да, можно сослаться на то, что у меня мал словарный запас, так-то оно и есть. Но вот у Google Translate, в общем-то, он большой и неограниченный, тем не менее проблемы были. В-четвертых, мешала сильная структурная ригидность английской грамматики. В том смысле, что вот в русском языке можно легко, без потери смысла и без удлинения фразы, переставлять слова местами при необходимости. Тогда как в английском это сделать практически невозможно, очень редко. И тогда либо теряется смысл, либо нужно вводить во фразу дополнительные элементы. В-пятых, общая нагроможденность английской речи элементами бросилась в глаза, которые удлиняют фразу. Это я артикли в основном имею в виду.
Нередко складывалась ситуация, что там, где в русском языке вот всего 3 слова, в английском получается 5 вместе с артиклями, а то может и 6. Для стройности вот поэтической речи это все-таки значимый фактор. К слову, я вовсе не критикую английский язык. Думаю, что большая часть моих трудностей, в принципе, лечится расширением опыта и увеличением именно словарного запаса. Я прежде всего делюсь впечатлениями от эксперимента, результатами которого я в целом более чем доволен. Безусловно, в написанных мной стихотворениях на английском присутствуют стилистические и лингвистические неточности, и до идеала мне далеко, особенно если сравнивать с уровнем моих работ на русском. Также я понимаю, что не смог в полной мере реализовать свой авторский стиль ввиду ряда ограничений по владению английским языком, однако данный опыт оказался по-настоящему интересным и познавательным, потребовал упорства и находчивости, позволил в очередной раз подтвердить простой принцип: где усилие, внимание, там и будет ваш результат. И в этот раз в завершении я не стану читать несколько стихотворений сборника, потому что он находится в бесплатном доступе полностью, ссылка есть в описании, скачивайте и читайте. Зато скажу, пробуйте создавать что-то на иностранном для вас языке. Это, несомненно, обогатит ваш опыт как автора и даст много информации для внутренней работы. Я вот, кстати, уже начинаю задумываться над написанием еще одного сборника на английском. Ну, посмотрим, как дело пойдет. И на этой ноте будем разговор завершать. Я благодарю всех, кто досмотрел видео до конца, и напомню, что если вам необходима психологическая помощь, обращайтесь. У меня обширный опыт успешной работы с самыми разнообразными психологическими проблематиками. А под этим видео вы найдете несколько полезных ссылок обо мне, а я желаю вам всего наилучшего и говорю до встречи!